Вот так вот вы живете, думаете, что все у вас хорошо, а на самом деле вы, сами того не зная, нарушаете административный или даже уголовный кодекс Российской Федерации. Почему я так вам говорю? А вот почему. Когда-то вы напечатали рекламу на своих буклетах и разместили на этих буклетах понятный всем значок, буковку F, или такой значок, который символизирует фотоаппарат. Это символика Инстаграма или символика Фейсбука. И вам кажется, что ничего в этом нет. Ну, подумаешь Фейсбук, ну, подумаешь Инстаграм. Но, оказывается, эта символика является символика или атрибутика пропагандой экстремистской организации. Дело в том, что Мета и организация социальной сети, подчиненные ей, этой корпорации, Facebook и Instagram, признаны в России экстремистскими организациями. И их символика и атрибутика, к которой я мог бы отнести ссылку в сети интернет, являются символикой и атрибутикой экстремистской организации, которые запрещены федеральными законами. То есть, когда вы на двери своей кафешки или где-то на визитке указываете символы и даже ссылки в сети интернет на Facebook или на Instagram, вы по сути занимаетесь нарушением статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Да, кстати, подпишитесь на меня и поставьте мне лайк за то, что я вам это рассказываю. Читаю. Статья 20.3. Пропаганда, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, да-да, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики и символики, пропаганда, либо публичное демонстрирование, которые запрещены федеральными законами. Вот, представляете, даже иных карается, что мы читаем, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей. С конфискацией предмета административного правонарушения, ну это в лучшем случае какая-то наклейка на дверь или визитная карточка, какой-нибудь буклет, либо административный арест. Арестная статья, представляете? На срок до 15 суток. Дали кому-то визитку, а вас арестовали. С конфискацией предмета административного правонарушения. А если на должностных лиц, представьте себе, вы, допустим, продавец в магазине и дали кому-то буклет с символикой Фейсбука или Инстаграма. Вы должностное лицо, продавец. Значит, на вас от 1000 до 4000 рублей с конфискацией предмета. А на юридических лиц, которые напечатали этот буклет и держат страницу в сети интернет, в Инстаграме, например, аккаунт, соответственно, до 50 тысяч рублей. Ну и дальше изготовление или сбыт в целях пропаганды, либо приобретение в целях сбыта или пропаганды всякой, вот, влечет. То есть то, что вы напечатали, символику эту, когда-то, вам еще и вкатят вот эту вот статью за изготовление и сбыт. Да, ну тут есть примечание, что типа, формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма. Вот. То есть, если вы будете топтаться на символе Фейсбука и Инстаграма, вам ничего не будет. Кстати говоря, тут многие комментаторы говорят о том, что вот, Мету запретили, но только Facebook и Instagram, а типа с WhatsApp ничего не будет. Я бы не был так уверен, что сейчас как бы за WhatsApp никого не хватает. Но вполне себе могут прочитать по-новому
законы и начать и за символику WhatsApp хватать. Так что лучше мета, поймите, вот головная организация экстремистская, признана в России. Дальше. Есть еще прекрасная статья. Кстати, подпишитесь. Вот, подпишитесь сейчас, иначе не узнаете об этой прекрасной статье. Напишите мне комментарий. Прекрасная статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 282.4. Неоднократная пропаганда, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда, либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. Понимаете? Вы когда-то сделали пост в сети интернет и получили синюю галочку, допустим. Вот, демонстрируйте всем, что у вас есть аккаунт в сети интернет, ваша организация. Раз показали, смотрите, вот как бы я, если бы был плохим следователем, вас бы подвел под уголовную статью. И просто вот проследите за логикой. Сегодня, 31 мая 2025 года, захожу на вашу страничку вашего юрлица. Юрлица всегда получают побольше, и должностные лица. Захожу на вашу страничку в Инстаграме. Вы там пишете, какие у вас прекрасные торты, как вы их хорошо умеете изготавливать. Сделал скриншот сегодня 25 числа. Написал на вас, соответственно, по статье КоАПа материал. Статье 20.3. А завтра сделал еще скриншот. Послезавтра скриншот. Несколько дней подряд я фиксирую то, что вы неоднократно на своей странице в интернете демонстрируете символику Инстаграма или Фейсбука. Дальше. Пришел к вам, взял визиточку у вас. Сегодня, завтра, послезавтра. На двери у вас старая рекламка висит с ссылкой на Facebook страничку. Или, допустим, упаковка для вашего тортика, старая, напечатанная давно, картонная коробка, тоже с ссылкой на Facebook и Instagram. Я все это дело собрал за несколько дней. Вот уже и уголовное дело состряпали. Понимаете? Вначале административочку вам вкатили, и вы отнеслись к этому легкомысленно, а потом и уголовное дело можно сделать. Внимательно просмотрите, есть ли у вас хоть какие-то материалы вашей организации или вас лично с символикой Facebook, Instagram и WhatsApp от греха подальше. И помните, что не только эти символы запрещены в Российской Федерации. Есть и многие другие. Например, все, что связано с Навальным. Даже само имя. И если вы считаете, что этими статьями, которые я перечислил, все ограничивается, то нет. Есть еще замечательные статьи, по которым вам может прилететь. Например, статья 280 Уголовного кодекса Российской Федерации. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Напомню, что вот я специально скачал платформы Instagram и Facebook, признаны экстремистскими. Соответственно, то, что вы распространяете листовки со ссылкой на сайты, на аккаунты в сети Instagram и Facebook, можно трактовать как публичный, вы распространяете неограниченному кругу лиц призывы к осуществлению экстремистской деятельности, то есть к распространению информации. Статья 280. Это раз. Но лучше, смотрите, есть еще другая статья. Статья 282.2 Уголовного кодекса. Считается ли, что это меня глушит?
организация деятельности экстремистской организации. Мета с ее платформой Instagram и Facebook экстремистская. И вот смотрите, пункт 2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения, либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, в соответствии с которыми они признаны террористическими, наказывается на срок до 5 лет. Понимаете? А если вы это сделали с использованием служебного положения, то еще больше. А вы, если должностное лицо, допустим, напечатали визитки, или хуже того, вы когда-то заказали рекламу в Инстаграме, то есть заплатили деньги Мета или в Фейсбуке рекламу заплатили, или оплатили что-то на счета Фейсбука или Инстаграма, вы участвовали в деятельности экстремистской организации с использованием служебного положения. Понимаете? Вы же должностное лицо, вы же не рекламируете себя красиво, вы рекламируете свой бизнес, то есть свои должностные обязанности осуществляете. Понимаете, как это все выглядит? Резюме. Все, что связано с Инстаграмом, Фейсбуком и Ватсапом, на всякий случай, я считаю опасно использовать в Российской Федерации. Никакой, соответственно, рекламы в Фейсбуке, в Инстаграме и в Ватсапе не может быть в принципе. Потому что если вы заказываете рекламу, которая потом размещается в Фейсбуке, например, или в Инстаграме, я бы как следователь посчитал участием в деятельности экстремистской организации. Вы же оплачиваете еще. Вот. Понимаете как? Проведите анализ всех ваших буклетов, всех ваших сайтов, везде и всюду, где вы ссылаетесь на продукцию Фейсбука, Инстаграма или Ватсапа, удалите ярлычки, значки, все. Я под общую метелку загребаю и WhatsApp, потому что не вижу существенной разницы между WhatsApp и Инстаграмом. Сегодня он разрешен, завтра следователи подумают по-другому и посчитают, что он тоже запрещен. Кто им мешает? Вот такая вот ситуация. Понятно? Все, кому понятно, пишет комментарий, что непонятно. Или что понятно. Шутка саркастическая. Пока.